Привет, Арми. Есть что-то действительно поразительное в том, как многие фанаты предпочитают сосредотачиваться на всем, кроме самого очевидного. У Тэхёна и Чингука так много моментов, жестов, слов и действий, которые идеально подтверждают идею реальных отношений между ними. Моментов, которые не являются результатом вымышленных теорий или манипулятивного монтажа, а основаны на общеизвестных фактах, а в некоторых случаях даже подтверждены самими фанатами. Однако многие люди полагаются на неподтвержденные слухи, истории, взятые из корпоративных нарративов. Или вымышленные отношения, созданные скорее для отвлечения внимания, чем в реальности. Многие делают это, потому что считают, что, поддерживая эти сфабрикованные нарративы, они могут проецировать свои собственные фантазии. Как будто, отрицая любую связь между Тэхёном и Чингуком, они могут приблизиться к этой несбыточной мечте. Поскольку проще отвернуться, чем смотреть правде в глаза. Фандом продолжает выбирать ту версию, которая позволяет им продолжать мечтать. Даже если это означало отрицание того, что Тэхён и Чингук неоднократно демонстрировали. Очень наглядный пример этого и того, как многие люди предпочитают игнорировать реальные, зафиксированные моменты. Произошел во время церемонии награждения, когда Чингук начал раздражать Тэхёна. Спонтанно и настойчиво. Чингук постукивал кольцами по металлическому каркасу стула, издавая сухой, повторяющийся и постоянный звук, в то время как Тэхён пытался сосредоточиться на своем выступлении. Поначалу постукивание легко было истолковать как реакцию скуки. Что-то сделанное неосознанно. Но с течением минут постукивание перестало казаться случайным. Чингук начал делать это громче, чаще и ближе к Тэхёну. Пока не стало ясно, что этот шум начинает беспокоить Тэхёна. Тэхён, пытаясь сосредоточиться, наконец-то разозлился. И когда он повернулся, чтобы попросить его остановиться, Чингук не только бросил на него предупреждающий взгляд, но и мягко толкнул руку Чингука, чтобы раз и навсегда прекратить шум. В этот момент любой ожидал, что Чингук остановится. Но, что интересно, после предупреждения Чингук сделал это еще сильнее. Почти так, как будто он намеренно пытался привлечь внимание Тэхёна. Когда Тэхён, уже явно уставший, снова повернулся, чтобы остановить его еще сильнее. И указал рукой на часть тела Чингука. Чингук тут же быстро схватил руку Тэхёна, прежде чем она успела коснуться его. Это действие вызвало небольшой, интимный обмен. Обмен слишком естественный и слишком комфортный, чтобы считаться неловким или неуместным. Чингук не рассердился, не отстранился, не отреагировал защитно. Вместо этого он ответил игриво, как будто подобные взаимодействия были для них совершенно нормальными, и лишь через несколько секунд этой небольшой борьбы он остановился. Такие моменты говорят сами за себя. Никакие слухи, теории или домыслы не могут сравниться с реальными, зафиксированными, публичными и такими типичными для их отношений событиями. Это было нетипичное поведение между обычными друзьями, по крайней мере, не в такой формальной обстановке. И, что наиболее важно, такое поведение было ненормальным как для Тэхёна, так и для Чингука. Вместо того, чтобы раздражаться, они ответили так естественно и интимно. Это тот вид доверия, который многие люди предпочитают не замечать, даже если он находится прямо перед ними. То же самое происходит, когда вы вспоминаете момент, когда Тэхён буквально сел на колени к Чингуку во время полета из Кореи. Никто не может отрицать, что этот момент стал поворотным в том, как многие люди стали воспринимать их отношения. Мы можем верить всем предположениям, которые возникают каждый день. Но эти теории никогда не сотрут то, что они продемонстрировали во время того частного перелета после того, как провели целую неделю вместе в Корее, только вдвоем. То, как Тэхён прижался к Чингуку спиной, показывало уровень комфорта, который невозможно было подделать. И Чингук ничего не пытался скрыть, он выглядел счастливым от того, что Тэхён так близко. Как будто такой контакт был чем-то естественным между ними. Сам момент стоил больше, чем любые слухи. Их взгляды, улыбки и непринужденность говорили гораздо больше, чем любая выдуманная история.
И когда такие доказательства настолько очевидны? Невозможно продолжать утверждать, что их близость – всего лишь совпадение. Или что необоснованные теории имеют больший вес, чем они сами демонстрируют. Когда Тэхёна и Чингука заметили гуляющими вместе на пляже в Пусане. Информация начала складываться благодаря фотографиям в Инстаграм Тэхёна, на которых были запечатлены несколько пляжных сцен. На первой фотографии в серии был силуэт человека в рыбацкой шляпе. Хотя его лица не было видно, многие заметили, что Чингук часто носит такие шляпы. Что породило предположение, что это он. Кроме того, на одном из распространяемых коллажей на песке были отчетливо видны два отчетливых отпечатка ног. Это указывало на то, что Тэхён был не один. Потому что кто-то, должно быть, сделал эту фотографию. Что наиболее интересно, отпечатки ног совпадали с рисунком обуви, которую Чингук носил в тот день. Ракурс одной из фотографий, похоже, был выбран таким образом, чтобы четко показать присутствие кого-то рядом с Тэхёном. Затем несколько фанатов поделились видео, на которых Тэхён и Чингук гуляют вместе по пляжу. В то время как их сотрудники держатся на расстоянии, словно желая уединения. Это полностью подтвердило, что Тэхён и Чингук действительно гуляли вместе на пляже в Пусане в интимный и искренний момент. Это похоже на романтический вечер, который невозможно подделать и которым могут поделиться только они. Буквально как пара на свидании, хотя многие предпочитают это игнорировать. Если бы только они были с девушкой, а не с парнем. История была бы невероятно захватывающей, но многие не готовы к такому разговору. Забавно, как некоторые люди выдумывают ситуации, чтобы представить, что их любимец на свидании с Тэхёном или Чингуком. Когда на самом деле сам Тэкук делает все, что должна делать пара. Что делает выдумки бессмысленными. Тот факт, что Тэхён начал прямую трансляцию с Чингуком. Слушая музыку вместе, изредка поглядывая друг на друга. И несмотря на предположение, что расстояние было вызвано лишь ремнями безопасности. Это не меняет того факта, что их целью после этого было поужинать в ресторане вдвоем после работы с другими участниками. Их решение отклониться от привычного распорядка, чтобы провести время вместе, даже если это мог быть групповой ужин, показывает уровень их связи. Многие, вероятно, жаждут хотя бы немного такого момента. Но они могут довольствоваться лишь теориями и неверными интерпретациями, созданными для разрушения. Без возможности увидеть своих любимых вместе. Строить планы вместе и делать все вместе. Это совсем не то же самое чувство, когда знаешь, что Тэхёну пришлось объяснять, что его личное путешествие с Чингуком не было записано на бумаге. Вопреки предположениям фанатов. И на самом деле это было путешествие, во время которого им даже рекомендовали носить парные наряды, в отличие от тех, кто просто полагается на переработанные вещи, которые случались с другими людьми, но получили другие названия. Они настолько непоследовательны в своих поступках, что забывают, что Тэкук делали подобные вещи и многое другое. Например, носили такое очевидное парное кольцо. Или говорили, что Чингук настолько красив, что Тэхён чувствует, будто от этого можно умереть. Это точно не то, что я могу легко забыть. Потому что это основа того, чего хотят многие люди, но что есть только у нас. Гордость, которую я испытываю, зная, что нам не нужно ничего выдумывать, чего они сами не показали. Это то, что нельзя игнорировать. Потому что в одном я уверена. Тэкук будут продолжать показывать свою правду. Так, как умеют только они, без давления и притворства. Просто оставаясь самими собой. Показывая любовь, которую невозможно сравнить. Потому что то, что делает Тэкук особенными, это не то, что могут создать другие, а то, что они показали своей подлинной и настоящей любовью.